Абсолютно другая информация о Махидевран была рассказана ее родственницей, живущей в наши дни. Согласно приведенным сведениям, Махидевран не была наложницей султана Сулеймана, а кроме того, те, кто похоронен рядом с Махидевран, неизвестные. Сначала я приведу короткую информацию, которой мы владели с вами до сих пор. С Махидевран мы познакомились в сериале «Великолепный век» и узнали, что имя ее было Гюльбахар. Примерная дата рождения 1500. Девушка попала в гарем Шахзаде Сулеймана, когда он управлял Манисой, где и случился их роман. Имя Махидевран Гюльбахар получила от Сулеймана после рождения первого сына. Происхождение девушки точно не ясно, но большинство источников пишут, что она черкешенка. Есть данные о том, что Махидевран – близкая родственница Валиде Султан, однако бесспорных доказательств тому нет, как предполагают историки. Какой веры наложница Сулеймана была исторически, также не совсем ясно. Но чаще говорят о том, что Махидевран не была мусульманкой и подвергалась свержению. То есть принятие мусульманской веры произошло уже в гареме Шахзаде. Махидевран с сыном Мустафой, единственным оставшимся в живых ее ребенком от Шахзаде, приехала в Стамбул, когда Сулейман стал султаном. Она должна была в будущем стать Валиде Султан, когда Мустафа занял бы трон. Но в жизни нового повелителя появилась Хюррем Султан. Это серьезно отразилось на психике Махидевран. Она стала совершать много ошибок, в результате чего впала в немилость и была сослана вместе с сыном из дворца, навсегда без права на возвращение. Дальнейшая жизнь Махидевран прошла возле Мустафы, а затем она доживала свои дни в Бурсе, после его казни Сулейманом. Какие новые сведения появились о Махидевран за последние несколько лет? Кроме Мустафы, Махидевран имела от Сулеймана других детей. Доподлинно известно еще об одном сыне и дочери. Более того, султанша не пребывала при дворе одна. Вместе с ней там находилось две ее сестры – Акиле и Белкис. Но и это еще не вся семья. В администрации дворца служил брат Махидевран по имени Мустафа. Именно он оказал существенную поддержку своей сестре, когда та практически умирала от голода в Бурсе, лишенная всех привилегий и почестей, а также денежного содержания. Главная тайна Махидевран. Султанша похоронена в Бурсе, в одном из мест комплекса Мурадия, крупнейшего сообщества святынь Османской династии. На протяжении долгого времени оставалось большой загадкой, кто захоронен рядом с Махидевран. Однако эту тайну раскрыла ее родственница по имени Мелике Чимай. Мелике живет во Франции и приходится ей племянницей по линии отца. Но Мелике рассказала не только тайну захоронения Махидевран, она поведала и другие секреты. Настоящее имя Махидевран – Малхуруб. Год рождения – 1498 на Крымском полуострове. Мать девушки была не кем-нибудь, а крымской принцессой. В детстве Малхуруб жила на Таманском полуострове. Отца девочки звали Мирза. Из-за военных действий, которые не прекращались на Тамане в те времена, Малхуруб в сопровождении матери и своих сестер была отправлена в более безопасное место – Крым. Хафса, мать Сулеймана, в свою очередь, была дочерью крымского хана. Впоследствии стала женой Явуза султана Селима, как мы знаем. Во времена правления в Крыму османов в Кефе, так называлась административная единица Крыма, всем заправляла семья, родом из которой и была Хафса. Малхуруб отправили в гарем Шахзаде Сулеймана в качестве невесты, подразумевая в этом браке политический союз. Итак, что мы уже знаем? Во-первых, Махидевран родилась в 1498 году. Во-вторых, она была черкешенкой. В-третьих, девушка изначально попала в гарем не как наложница, а как невеста Сулеймана. Но это не все. Почему Махидевран не была одна при дворе султана? Махидевран попала напрямую в Стамбул не одна. Кроме нее, в столицу еще ранее была отправлена старшая сестра
которая вышла замуж за знатного пашу. Старшая сестра забрала к себе среднюю, а когда Махидевран стала женой Сулеймана, то в столицу переехала и четвертая, последняя сестра из этой семьи. Таким образом, все сестры оказались в Османской империи и по-разному там устроились, выйдя замуж. Вскоре у старшей сестры умер муж, и она попала во дворец к Махидевран. Из писем Паргали Ибрагима Паши видно, что старшая сестра пользовалась большим уважением во дворце и была довольно влиятельной хатун. Как утверждает племянница Махидевран, та работала на благо своей семьи и народа, будучи приближенной к османскому султану. Она привела во дворец своего родного брата, который впоследствии получил имя Мустафа и стал пашой. Меликия Чимай также рассказала, кто похоронен рядом с Махидевран. Племянница султанши предоставила документы и генеалогический журнал. В этом родословном журнале задокументирована жизнь 4 поколений. Согласно дополнительным исследованиям, выяснилось, что в мавзолее рядом с Махидевран покоятся ее 2 родные сестры, а также жены Шахзаде Мустафы Фатьма и Нурчихан и 2 их служанки. Последняя версия. Однако есть еще одна версия, которая тоже якобы подтверждается некоторыми историческими документами. В ней говорится о том, что Махидевран не проходила через систему свержения, не меняла веру. Она дочь османского паши и является мусульманкой. Но как бы там ни было, обе версии лишь подтверждают тот факт, что Махидевран не была наложницей султана, а приходилась ему женой. Возможно, именно поэтому она так легко заняла место наложницы Гюльфем, а та так запросто уступила ей Сулеймана. Но это совсем другая история, о ней мы еще поговорим. Напишите свои комментарии о том, что вы думаете о Махидевран.